Добрый день, мои дорогие знаки зодиака, такие как Весы, Скорпион, Стрелец. Сегодня будет у вас расклад немножко необычный. В одном ролике, я извиняюсь, по определенным обстоятельствам, я тоже человек, не получается снять обычные расклады, но я вас помню, я переживаю о том, что расклады не вышли вовремя. Я совсем не могу вас оставить без раскладов, поэтому хотя бы так в совместном видео я расскажу вам основные моменты, которые подскажет Таро вам на сентябрь. Надеюсь на ваше понимание. Я тоже переживала, что ролики не выходят, но решила, что хотя бы так, но я вам сделаю расклады, и вы посмотрите, меня поймете. То, что совсем без раскладов не хотела вас оставлять. Давайте начнем со знака гороскопа Весы. Остальные знаки зодиака можете перемотать дальше. Ваш расклад будет чуть-чуть позже. Можете сразу перемотать и посмотреть. Ну а для вас, Весы, давайте начнем. Я подготовила две колоды Таро Райдера Уэйта. Давно я не пользовалась этой колодой. Сегодня захотела ее тоже взять. И посмотрим первую карту для вас на сентябрь, дорогие Весы 2021 года. Это карта. Это карта Королева Пентаклей. По Королеве Пентаклей это денежная карта. Деньги у вас будут. Вы, возможно, получите хороший доход, зарплату, премию. Может быть, даже долг вам кто-то вернет, что-то продадите. И получите денежное вознаграждение. Деньги у вас будут. Вы, как женщина, будете распоряжаться этими деньгами в сентябре месяце, распределять их на нужные для вас расходы, да. Если вы мужчина, то рядом с вами будет женщина, у которой будут деньги. Даже, может быть, вы попросите ее проинвестировать какой-то ваш проект, помочь вам деньгами. Рядом с вами будет женщина, у которой будут деньги. Либо же, если вы женщина, то деньги в сентябре месяце у вас будут. Так, достанем еще две карты из колоды Райдера Уэйта для вас, дорогие Весы, на сентябрь. И следующая карта для вас. Это карта четверка Пентаклей. Тоже деньги у вас будут. Вы как будто бы сидите на деньгах. У вас они в сундуке, в ячейке, в банке где-то спрятаны. Деньги у вас есть. Совет этой карты, возможно, накопить и не тратить на какие-то ненужные расходы, да, поберечь деньги для каких-то более глобальных целей. Знаете, как бы в сентябре подержать деньги у себя. Деньги у вас будут, вы их будете держать под какими-то, возможно, замками, в сейфах, да, может быть, в каких-то акциях они у вас инвестированы, но деньги у вас в сентябре месяце, дорогие Весы, однозначно будут. Так, еще одну карту достанем, Весы, для вас на сентябрь, посмотрим. И эта карта... Это карта девятка мечей. Девятка мечей показывает на какие-то вот это черное, видите, это ночная карта, на ваши какие-то сомнения, переживания, что-то вас очень сильно тревожит. Может быть, какая-то ситуация, может быть, какие-то неприятные события в жизни, связанные не обязательно с вами, может быть, с кем-то из членов вашей семьи, знакомые, друзья, какие-то вот моменты жизненные, которые вас очень беспокоят, мешают вам спать по ночам, потому что мечи — это воздушная стихия, это мысли, переживания, все, что в голове, да, обдумывание, размышления над чем-то. Что-то, какая-то вот по девяточке мечей у вас в сентябре месяце какая-то ситуация, которая вас будет беспокоить. Так, давайте теперь посмотрим еще три карты с колоды другой. Так, что на сентябрь покажет Таро еще из этой колоды для вас, дорогие Весы. Так, эта карта... Это карта Колесо Фортуны. Колесо Фортуны — это старший аркан. Не стоит вам переживать, все будет хорошо. Ваша жизнь, может быть, какая-то ситуация будет, которая поменяет вашу жизнь, она поменяет вашу жизнь к лучшему. Может быть, переезд, может быть, смена работы, может быть, вы замуж выйдете, встретите нужного для вас человека. Но это изменения хорошие. Что-то изменится, что-то поменяется. Это старший аркан, это какая-то очень такая глобальная ситуация, которая изменит вашу жизнь. Может быть, вы за что-то переживаете, не переживаете.
переживайте, все будет хорошо. Тот или иной процесс, который будет происходить в сентябре в вашей жизни, разрешится в положительную для вас сторону. Давайте еще посмотрим весы, карту для вас на сентябрь. Так, и эта карта. Это карта туз мечей. У вас какое-то идет начинание, тузы это начинание и начало какого-то процесса образовательного, скорее всего, потому что мечи это связанное с умом, мыслительными процессами, мыслительной деятельностью, это начало. Начало какого-то, возможно, бизнес-проекта нового, начало нового обучения, начало новой работы. Что-то вы начнете, какие-то, возможно, курсы, повышение квалификации, какие-то тренинги, что-то, какое-то самообразование может быть у вас. Но это начало действия, это когда нужно построить план действий, да, план задач и начать ему следовать. Какое-то дело, возможно, свое вы откроете, что-то создадите, свое детище. И это будет у вас именно в сентябре, начало. Вот, но это в планах, в мыслях, это начало только, первые шаги какого-то нового для вас бизнеса, проекта, образовательного процесса. Только начинаете вы что-то в сентябре месяце делать для себя новое. Может быть, кто-то вам предложит работу, да, новую, сотрудничество какое-то новое у вас будет. Так, давайте посмотрим последнюю карту для вас, весы на месяц сентябрь. Заключительную. И эта карта. Так, и эта карта у нас карта справедливости, карта правосудия. Это карта, по которой идут, возможно, все судебные дела, заседания, решение каких-то вопросов, связанных с документами, получение каких-то лицензий, справок, сертификатов, все, что связано с бумажными делами, визы, загранпаспорта, вот какие-то вот именно юридические, да, юридические бумаги, юридические процессы. Еще справедливость может обозначать, знаете, что вы получите то, что вы посеяли, да, во что вы вложили свои силы, что вы сделали, какие дела вы делали ранее, вы получите теперь, как от жизни бумеранг, вы получите либо хорошее, либо плохое, да, если вы это делали, то это вам вернется по справедливости. Но это еще карта баланса, когда должна быть гармония, когда вы создаете гармонию в семье, в работе, в хобби, вам нужно, видите, здесь весы, как будто бы сбалансировать, уравновесить все сферы вашей жизни, чтобы ничего не превышало, чтобы все было в балансе, в гармонии. И еще эта карта обозначает, что вы готовы, либо человек готов к заключению брака, к стабильности, к отношениям. Это когда идет именно готовность изменить свою жизнь. Я извиняюсь за шумы посторонние, так как окно открыто, с улицы, конечно, посторонние шумы доносятся. Вот такой вот у вас расклад, дорогие весы, на месяц сентябрь. Я благодарю вас за внимание. Постараюсь расклад на октябрь сделать более развернутым. Но сегодня получился такой. Но мы давайте продолжим и посмотрим расклад для скорпионов. И, дорогие скорпионы, начнем мы с колоды Таро Райдера Уэйта. Посмотрим здесь 3 карты на месяц сентябрь. Что подскажет Таро, какие основные моменты в сентябре, дорогие скорпионы, вас ждут в 2021 году. Так, на сентябрь первая карта для вас, Королева Кубков. Королева Кубков показывает на женщину, которая рядом с вами будет в сентябре месяце. И эта женщина, она очень сопереживательная, которая даст вам совет. Это может быть ваша жена или мама. Может быть, какие-то в жизни у вас будут обстоятельства, когда вы будете нуждаться в поддержке. И эта женщина окажет вам поддержку. Либо же, если вы женщина, то вам придется в сентябре оказывать кому-то поддержку психологическую, да, моральную поддержку, дать нужный правильный совет, кого-то выслушать. Но вот в сентябре месяце такая женщина, это однозначно женщина, так как это карта двора, будет оказывать вам поддержку. Это может быть врач, да, который окажет вам помощь. Если у вас какие-то вопросы будут, то этот человек вам поможет. Следующая карта для вас, скорпионы, на сентябрь. Ух, сколько вытащила сразу. Это Паж Пентаклей. Паж Пентаклей у нас указывает на какое-то начинание финансовое, да. Это деньги, но это еще маленькие деньги. Это маленькие деньги в сентябре, которые вы
получите от процесса, который вы только начинаете. Да, может быть, какие-то маленькие заказы у вас будут по работе, которые будут приносить вам маленькие, незначительные доходы. Это какое-то, может быть, начинание, потому что пажи у нас символизируют начинание. Может быть, вы что-то только начинаете делать, какой-то процесс, который вам принесет пока что еще мало денег. Но пажи еще символизируют детей, и это могут быть расходы, растраты, связанные с вашими детьми. Вам придется им что-то покупать, куда-то вкладывать деньги, возможно, в образовательный процесс, какие-то секции, тренировки. Это будет связано именно с детьми, вы будете вкладывать деньги в их нужды в сентябре месяце. Так, Скорпионы, давайте еще одну карту посмотрим с этой колоды для вас на сентябрь. Может быть, день рождения будет у ребенка, вы будете покупать ему подарок, да? Так, это карта умеренность. Карта умеренность показывает на то, что все идет своим чередом, все идет так, как должно идти, без каких-то сильных, знаете, всплесков, без американских горок, когда нет большого подъема или спада, да, нет вот этих вот жизненных каких-то ситуаций, которые у вас, как на американских горках, то вверх, то вниз. В сентябре все идет очень размеренно, умеренно, своим чередом, так как должно идти, все очень плавно, постепенно. Видите, если это какие-то процессы, связанные с деньгами, то все идет очень так плавно, стабильненько. Нету больших там взлетов. Все по плану идет. Все так, как должно идти по карте умеренность. Так, давайте посмотрим следующую колоду. Карта умеренность — это старшая аркан, и она показывает на то, что все идет в правильном и нужном для вас направлении. Так, следующая карта для вас, Скорпионы, на месяц сентябрь. Это карта. Это карта Король жезлов. Если вы мужчина, то у вас будет очень много работы, вы будете решать те или иные вопросы, связанные там с работой, с семьей, да. Жезлы — огненная стихия, стихия действий. У вас будет много работы, много дел, не будет возможности, скажем так, отдохнуть. Вы будете постоянно что-то решать, организовывать, куча будет разных дел, и вы будете заняты. Если вы женщина, то рядом с вами, скорее всего, будет такой мужчина, который умеет четко решать те или иные задачи. У него есть цель, он не видит препятствий, он идет к этой цели, у него все получается, он активно действует. Если у вас будут какие-то проблемы, вопросы, то такой мужчина вам поможет, решит ваши проблемы, окажет вам ту или иную помощь, поддержку. Такой мужчина в сентябре в вашей жизни встретится, либо уже будет рядом с вами, если это кто-то из ваших знакомых, может быть, это отец, брат, знакомый, друг, который будет вам в чем-то помогать и решать те или иные задачи, которые вы перед ним поставите. Так, следующая карта для вас, Скорпионы, на сентябрь. Карта четверка мечей. По четверке мечей у вас идут какие-то вот переживания, сомнения, вы о чем-то волнуетесь, может быть, за какую-то ситуацию, да, может быть, за человека. Ну вот что-то не дает вам спокойно, скажем так, спать ночью, да, вам нужно отдохнуть, перезагрузиться, может быть, какая-то поездка, вам нужно отдых, отпуск, может быть, вы слишком много на себя взяли работы, каких-то обязанностей, если вы женщина, да, и дети, и работа, и дом, все на вас, и вам нужен отдых, вам нужна передышка, потому что вы устали, у вас уже нет сил, это когда, знаете, идет такая усталость. Либо же вы о чем-то переживаете, волнуетесь, что вот мешает вам ночью спать, какие-то вот моменты, которые вас беспокоят. Это карта беспокойств, переживаний. По этой карте вам нужен отдых. Так, давайте последнюю карту на сентябрь для вас посмотрим, дорогие Скорпионы. И это карта умеренность. Вы посмотрите, две карты одинаковые выпали вам с двух колод. Это старший аркан. И если две карты одинаковые выпадают, это точно говорит о событии, которым будет в вашей жизни прям вот с большей вероятностью. Потому что как можно две одинаковые карты вытащить с такой огромной колоды? Это, конечно, очень волшебным образом происходит, да, и все идет своим чередом.
Скорпионы, не нужно торопить события, не нужно куда-то спешить. Все идет в правильном и нужном для вас направлении, так, как должно быть, как запрограммировано вашей судьбой, да. Все идет своим чередом, все так, как нужно. Не переживайте, все будет хорошо. Это старший аркан, и это сильные карты. Все очень умеренно, очень плавно. В сентябре у вас идет и так, как должно быть. Так, как должно быть. В принципе, у вас очень хороший расклад, и эта карта показывает на то, что не нужно вам переживать, не нужно беспокоиться. Все будет хорошо, ваша жизнь движется в правильном направлении, не волнуйтесь, не переживайте. Все будет хорошо, умеренно, так, как нужно, так, как должно быть, в балансе, в гармонии. И такой вот у вас расклад Скорпионы на месяц сентябрь. Я благодарю вас за то, что посмотрели. Еще раз хочу напомнить, что более подробный расклад на год есть уже на моем канале. И постараюсь в следующий месяц сделать более развернутый расклад для вас. И надеюсь на ваше понимание, что хотя бы такой расклад тоже был для вас полезен. Ну а мы давайте продолжим и посмотрим расклад для знака гороскопа Стрелец. Достанем тоже сначала карты с колоды Райдера Вейта, дорогие стрельцы, для вас. 3 карты достанем на сентябрь, посмотрим, что подскажет Таро. И первая карта для стрельцов на месяц сентябрь 2021 года. И эта карта. Это карта девятка пентаклей. По девятке пентаклей, стрельцы, деньги у вас будут, деньги будут хорошие, это хорошая прибыль, вот возможно какого-то контракта, договора, сделки, кто-то долг вернет, что-то продадите. Но в сентябре месяце у вас будет хорошая прибыль, вы будете довольны, вы сможете себе позволить то, что вы хотите. Это очень хорошая финансовая карта, почти десятка, да, почти вот максимум. Но денег у вас будет достаточно в сентябре месяце, дорогие стрельцы. Ой, давайте следующую карту посмотрим для вас на сентябрь месяц, стрельцы. Это карта Паж Пентаклей. Паж Пентаклей может указывать на какое-то вот финансовое начинание. Возможно, что-то новое вы начнете финансовое. Может быть, вы купите себе какой-то новый курс обучения, во что-то вы вложите свои деньги, да, но это небольшие деньги, которые вы инвестируете. Это может быть связано с детьми. Если у вас есть дети, так как пажи символизируют детей, дети, внуки, то, возможно, вы будете вкладывать в их образование, обучение, какие-то секции тренировки, деньги, это инвестиции в детей, может быть, подарки какие-то, помощь финансовая детям. Также это еще, кстати, может быть помощь от государства, пособия, денежные пособия на детей, либо алименты от мужа, да, на детей. Либо какие-то ваши вот именно финансовые затраты на начало какого-то процесса, какой-то работы, во что-то вы будете вкладывать деньги, но небольшие деньги. В образование, в какие-то новые курсы, начинание чего-то нового, какого-то нового проекта, во что вы будете инвестировать деньги. Но это пока что начало нового процесса, и нужно будет подождать, чтобы получить от этого процесса большую прибыль. Но прибыль у вас будет, и прибыль будет хорошая. Может быть, вам кто-то долг вернет, или подарок какой-то хороший сделает. Может быть, путевку подарит в жаркую страну, да, сделает вам такой сюрприз. Так, следующая карта для вас. Это карта Шут. Карта Шут у нас показывает на начинание чего-то нового. Действительно, может быть, вы что-то новое начнете, да, для вас совершенно новое. Это когда начало пути, когда начало какого-то нового процесса, жизненного этапа, может быть, новое образование, новая работа, переезд, смена места жительства, начнете жить с нуля, да, карта нулевая, шута, когда у вас есть готовность начать что-то новое. И в сентябре месяце, похоже, у вас такая вот будет возможность. Давайте посмотрим теперь еще 3 карты с другой колоды. Дорогие стрельцы, на сентябрь. Так, стрельцы, это карта. Это карта колесница. Колесница — это старший аркан. Эта карта показывает на какую-то, возможно, поездку. Куда-то вы все-таки поедете, отправитесь в путешествие, в командировку. Но это карта поездки, карта транспорта, может быть, переезда даже.
И еще эта карта показывает на то, что вы сами управляете своей жизнью. Ваша жизнь в ваших руках, как черная, так и белая, да, сторона. Какую вы выберете, куда вы направитесь, так жизнь дальше вашей повернется. Эта карта указывает на то, что все в ваших руках. Не зависит ваша жизнь от других людей, от обстоятельств жизненных каких-то. Ваша жизнь зависит только от вас. У вас вот есть вот это вот, когда упряжкой, да, управляют, вот эта упряжка в ваших руках, вы управляете своей жизнью. Вот то, что вы выберете в сентябре, так ваша жизнь дальше и будет двигаться. В сентябре, похоже, какое-то будет у вас начинание чего-то нового, и вы будете руководить и управлять своей жизнью сами в сентябре. Давайте еще карту посмотрим для вас, стрельцы, на сентябрь. Либо же это какая-то командировка, действительно какая-то поездка, куда-то на море вы поедете, либо переедете куда-то, что-то новое начнете для себя. Так, эта карта у нас королева жезлов. Королева жезлов показывает на очень решительную женщину, очень смелую, которая не боится действовать. Это, скорее всего, либо вы, либо рядом с вами будет такая женщина, которая очень решительная, которая много работает, которая не отдыхает. У нее есть цель определенные в жизни, да, что сделать. Вот похоже, что вы вот как вот эта королева будете управлять своей жизнью. Возможно, что-то организовывать, какие-то мероприятия, что-то менять в своей жизни. Вы не боитесь, у вас есть внутренняя уверенность, нет абсолютно никакого страха. Это когда вижу цель, не вижу препятствий, иду к своей цели. Да? Это женщина, которая руководящая, которая не подчиняется никому, она сама руководит своей жизнью, работает на себя и не зависит ни от кого. Женщина, которая решает свои вопросы сама, своей жизнью руководит сама, принимает сама решения и ни на кого не надеется. Давайте последнюю карту для вас, стрельцы, достанем на месяц сентябрь. Так, и эта карта. Семерка жезлов. Семерка жезлов показывает, жезлы у нас огненная стихия. И видите, жезлы все движутся вперед. Это движение дальше, это продвижение. Это когда движутся дела. Все идет так, как надо. Быстро движутся. У вас очень много дел. И еще карта показывает, что вы действительно можете куда-то уехать, либо вообще переехать, да, с одного места жительства на другое, с одной страны в другую. Либо же уплыть куда-то, улететь. Это карта движения. И совет этой карты вообще не останавливаться на достигнутом. Если вы чего-то добились, не нужно останавливаться, нужно идти дальше, начинать что-то новое делать, не останавливаться. Карта движения, продвижения вперед, продвижение дел, продвижение жизни, перемен каких-то. Вот, похоже, в сентябре месяце у вас будет очень много активности, каких-то изменений, перемен, возможно, поездки какие-то. Такой вот у вас расклад, стрельцы, на месяц сентябрь. Я благодарю вас, что вы были сегодня со мной вместе на канале. Увидимся с вами уже в раскладе на октябрь. Постараюсь сделать его развернутым. Вас благодарю за внимание, за понимание. Желаю вам всего самого доброго, дорогие мои знаки зодиака, в месяце сентябре. И все ваши планы, цели осуществлялись так, как вы хотите. До скорых встреч. Пока-пока.